Всем привет! Вы на канале о вязании Momo Snail. Тут вы найдете много интересного о вязании спицами и крючком. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И если вы готовы, давайте начинать! В прошлом видеоуроке мы разобрали, как вязать самый простой бабушкин квадрат крючком. На этом уроке я покажу, как связать квадрат с очень интересным мотивом из двух цветов. Но при желании вы можете связать такой квадрат одним цветом. Из таких квадратов может получиться шикарный кардиган, шапка, бактус, да все что угодно. В общем, куда применить, это уже дело вашего воображения. Для урока нам сегодня понадобится пряжа двух цветов на ваш выбор. Я сегодня буду использовать молочный акрил. Главное, чтобы ваша пряжа не была очень тонкой, иначе узор не будет так хорошо выделяться. Крючок для своей пряжи я сегодня подобрала 4,5 мм. Также нам понадобятся ножницы, трикотажная игла, чтобы прятать кончики ниток в конце вязания. Также я буду использовать маркер, чтобы наглядно вам показать точку соединения рядов. Итак, начинать мы будем наше вязание с кольца амигуруми. Мы берем нашу ниточку кончиком к себе, обматываем вот так вот вокруг руки, вот таким образом, с перекрещиванием, придерживаем большим пальчиком. Берем крючок, вставляем под вот эту ниточку, вот таким образом. Захватываем вот эту рабочую ниточку, вытягиваем ее и перекручиваем. Вот таким образом. Теперь снова захватываем рабочую ниточку, вот она у нас идет. Захватили, и нам ее нужно вытянуть через вот эту петельку. И вот у нас получилось колечко амигуруми. Теперь мы с вами переходим к первому ряду, и сейчас мы с вами провяжем 12 столбиков с накидом. Делаем накид, вставляем крючок в кольцо, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Теперь снова захватываем рабочую нить и продеваем ее через первые две петли 1 и 2. У нас 2 петли на крючке, снова захватываем рабочую нить и снова продеваем через 2 петли. И вот у нас получился первый столбик. И теперь я прикреплю вот сюда маркер, чтобы вы понимали, что в конце, когда мы затянем наше колечко, мы будем соединять вот за вот эту петлю. Нам нужно еще провязать 11 столбиков с накидом. Делаем накид, захватываем рабочую нить, снова захватываем рабочую нить, продеваем через 2 петли, снова захватываем рабочую нить и снова продеваем через 2 петли. Теперь нам нужно затянуть кольцо за вот этот кончик. Хорошенько подтянули, но осторожно, чтобы не оторвать нитку. И вот мы видим наш маркер, который мы прикрепили в самом начале. И теперь сюда мы с вами будем вставлять крючок. Я снимаю маркер. Вставляю крючок вот таким образом. Захватываю рабочую нить и продеваю сразу через 2 этих петли.
И вот у нас с вами получился первый ряд. Во втором ряду я вас попрошу быть чуточку внимательнее. Сейчас мы с вами сделаем один столбик подъема из одной воздушной петли. Теперь мы сейчас с вами будем провязывать пышный лицевой столбик с 3 накидами. Делаем накид. Видим первый столбик с первого ряда. Вот он. Теперь вставляем крючок с лицевой стороны за его спинку, за его стенку, вот таким образом. Захватываем рабочую нить и вытягиваем. Это у нас вот такой вот получился маневр, и мы его сделали один раз. Но нам нужно таких сделать 3 раза. Снова захватываем рабочую нить, делаем как бы накид и вставляем крючок снова с лицевой стороны, вот так вот за стенку столбика с первого ряда. Захватили рабочую нить и вытянули ее. И еще раз делаем также 3-й раз. Накид за стенку с лицевой стороны первого столбика с первого ряда. Захватили рабочую нить и вытянули ее. И теперь мы видим, вот они у нас эти накиды и одна петля в конце. Сейчас мы с вами захватим рабочую нить и проденем сначала через накиды, но за вот эту последнюю пока что продевать не будем. Вот, нам нужно, чтобы осталось у нас 2 петли на крючке. Снова захватили рабочую нить и уже сейчас вытягиваем ее через 2 петли. И вот у нас с вами получился первый вот такой пышный лицевой столбик. Теперь мы видим следующий столбик с первого ряда. Вот он. И сюда под его шляпку мы с вами будем провязывать 3 столбика обычных с накидом. Первый столбик. Сюда же провязываем второй столбик с накидом. И сюда же 3-й столбик с накидом. Теперь нам нужно снова провязать лицевой пышный столбик. Обратите внимание, вот столбик у нас, над которым 3 столбика во втором ряду. И сейчас лицевой столбик пышный мы будем делать за следующий. Вот он. Делаем накид, вставляем крючок с лицевой стороны за столбик вот таким образом. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Снова накид. Снова вот таким образом с лицевой стороны за стенку столбика захватили рабочую нить, вытянули. И еще нам так нужно сделать 3-й раз. Накид и вытянули. Теперь захватываем рабочую нить и протягиваем через наши вот эти накиды. 2 петли на крючке, захватываем рабочую нить и протягиваем через них 2 сразу. Есть. Теперь нам нужно провязать угол. Угол нашего будущего квадрата. Провязываем 2 воздушных петли. 1 и 2.
Теперь нам нужно снова провязать пышный лицевой столбик с накидами. Делаем накид, видим следующий столбик, вот он, и именно за него мы сейчас и будем провязывать. Раз. Два. И 3. Захватываем рабочую нить и продеваем через накиды. Снова захватываем рабочую нить и продеваем через 2 петли на крючке. Теперь нам нужно провязать 3 столбика с накидом над столбиком с первого ряда. Вот у нас идет следующий столбик, и сюда под его шляпку мы сейчас будем провязывать 3 столбика с накидом. Один столбик, второй, и третий. Теперь лицевой пышный столбик с накидом. Вот сюда мы провязали 3, и теперь нас интересует следующий столбик с первого ряда. Накид. Раз, вытянули. 2 вытянули. И 3 вытянули. Захватили рабочую нить, продели ниточку через наши накиды. 2 петли на крючке, снова захватываем рабочую нить и продеваем через 2 петли с крючка. Теперь снова делаем 2 воздушных петли. 1 и 2. И теперь сюда мы снова с вами провязываем лицевой пышный столбик с накидами. Раз, сделали накиды. 2. И 3. Захватили рабочую нить, продели сначала через все накиды, снова захватили рабочую нить и через 2 петли с крючка. Теперь 3 столбика с накидом под шляпку столбика следующего с первого ряда. Накид. И вот мы с вами провязали первый столбик, сюда же провязываем второй столбик. И сюда же третий. Теперь нам с вами нужно провязать лицевой пышный столбик с накидами. И делать это мы будем за следующий столбик. Пожалуйста, не перепутайте. Вот у нас идет столбик, где над ним 3 столбика с накидами. И теперь нам нужен следующий столбик. Вот он. Накид. Вставляем крючок с лицевой стороны за стеночку. Вытянули. Снова накид. Вытянули. И еще раз накид. И вытянули.
Захватили рабочую нить и продели через все накиды. 2 петли на крючке, снова захватили рабочую нить и продели через них. Снова делаем 2 воздушные петли. 1 и 2. И теперь нам снова нужно провязать лицевой пышный столбик с накидами. Вот сюда. Делаем накид, вставляем крючок с лицевой стороны за стенку столбика. Вытянули ниточку, снова накид, вытянули и еще раз накид, и вытянули. Захватываем рабочую нить и продеваем через все накиды. 2 петли на крючке, снова захватили рабочую нить и продели через петли с крючка. Теперь нам с вами нужно провязать 3 столбика с накидом над следующим столбиком с первого ряда. Накид, провязали первый столбик, сюда же провязываем второй столбик и сюда же третий. И вот мы почти с вами закончили первый ряд. Теперь нам нужно провязать лицевой пышный столбик с накидом за вот этот вот последний столбик с первого ряда. Вот он. Делаем накид, вставляем крючок с лицевой стороны вот таким образом, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. И так 3 раза. Это первый, второй, третий. Захватываем рабочую нить и вытягиваем через все накиды. Снова захватываем рабочую нить и вытягиваем ее через 2 петли с крючка. Теперь мы с вами будем плавно переходить на третий ряд, но третий ряд я буду провязывать красной ниткой. Если вы вяжете просто все однотонным, то не обращайте внимания, вяжите, продолжайте вязать, как вяжется по видеоуроку. Но я сейчас буду переходить на красную нитку. Для этого я беру красную ниточку, вот кончик, прикладываю ее к вязанию, захватываю ее и вытягиваю через петлю. Вот таким образом. Чуть-чуть подтянем ниточки. В третьем ряду мы с вами будем провязывать как красной ниткой, так и молочной. Молочной ниткой я буду провязывать только лицевые пышные столбики с накидом. Красной же ниткой я буду провязывать все остальные столбики. Но сейчас нам с вами нужно просто закончить уже второй ряд и перейти на третий. И вот у нас идет 2 ниточки. Теперь нам нужно соединить с вами ряд. Берем красную ниточку. Кончик пусть висит. Главное, чтобы он вам не мешал. Мы в конце его вязания обязательно спрячем. Теперь вставляем крючок под шляпку лицевого пышного столбика. Вот она. Вставляем сюда крючок. Вот сюда сверху крючка мы накладываем бежевую ниточку, но захватываем красную. И продеваем ее сразу через первую петлю.
подтянули немножечко кончики. И вот мы с вами закончили второй ряд и переходим на третий. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на свое вязание. Что мы имеем? Мы с вами провязали 2 ряда. Теперь переходим к третьему ряду, и у нас уже появилась контрастная нитка. В третьем ряду сейчас мы с вами практически все будем провязывать красной ниткой, но бежевой мы с вами будем провязывать по одному пышному столбику с накидом на каждой стороне квадрата. То есть сейчас мы, конечно, видим с вами больше похожее вязание на круг, но это у нас будущий квадрат. Соответственно, у квадрата 4 стороны, и на каждой из сторон мы видим по 3 столбика с накидом со второго ряда. Вот здесь, здесь, здесь и здесь. И пышные столбики мы будем провязывать молочным цветом за второй столбик. Вот у нас идет первый, и вот сюда мы с вами будем провязывать пышный столбик молочным цветом, все остальное красным. Сейчас все покажу. Итак, как я говорила, сейчас мы будем провязывать остальные все столбики, все вязание у нас будет красной ниточкой. Обратите внимание, бежевую мы с вами кладем вот сюда. Просто она у нас будет прятаться сейчас в вязании, и когда она нам понадобится, мы будем ее использовать. Кладем ее просто сверху вязания. Захватываем рабочую нить и делаем первую воздушную петлю. Вот такой вот у нас столбик подъема. Теперь вот сюда же, откуда у нас выходит тоже красная ниточка, мы сейчас с вами провяжем столбик с накидом. Делаем накид, вставляем крючок вот сюда. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем обычный столбик с накидом. И вот у нас как бы имеется такой вот первый столбик. Давайте я тоже снова сюда прикреплю маркер, чтобы мы понимали, что здесь у нас будет соединительная петля. И вот у нас дальше по рисунку со второго ряда идут 3 столбика с накидами. Над первым столбиком мы сейчас с вами просто провяжем столбик с накидом обычный, но наполовину, так как нам нужно будет сейчас переходить на бежевый цвет. Сейчас все покажу. Делаем накид, вставляем крючок вот сюда. Захватили рабочую ниточку, 3 петли на крючке. Снова захватили рабочую ниточку и провязали через 2 петли с крючка. Ну, такой у нас, как наполовину мы провязываем столбик с накидом, но сейчас нам нужно просто перейти на другой цвет, чтобы провязать следующий столбик пышным. Красную ниточку убираем вот так вот вперед, берем бежевую. И заканчиваем наш столбик с накидом. Захватываем бежевую ниточку. И вот мы с вами закончили. Обратите внимание, столбик у нас получился все равно весь красный, но мы уже с вами перешли на бежевую. И теперь вот мы с вами будем сейчас провязывать пышный столбик с накидами. Вот находим второй столбик со второго ряда, вот идет первый, мы уже все провязали, сюда пышный столбик, накид, с лицевой стороны заводим, захватили рабочую нить, вытянули, снова накид, захватили рабочую нить, вытянули, накид, и вытянули. Захватили рабочую нить и вытянули через наши накиды.
2 петли на крючке. Вспоминаем, что дальше мы с вами будем вязать красной ниточкой. Нам нужно перейти на красную нитку. Поэтому завершаем вязание мы красной ниточкой. Белую наперед вот сюда выкладываем. Берем красненькую. И завершаем столбик уже красной ниткой. Подтянули немножко. Теперь мы с вами видим следующий столбик со второго ряда. И сюда мы провязываем обычный столбик с накидом. Красной ниточкой. Делаем накид. Бежевую нитку просто прикладываем вот сюда. Она у нас просто будет прятаться в вязании. Вот видим столбик и под шляпку вставляем сюда крючок. Захватываем красную ниточку, вытягиваем ее и провязываем столбик с накидом. Теперь со второго ряда мы дальше видим, у нас идет пышный столбик, и сюда мы снова провязываем обычный столбик с накидом. Делаем накид, под шляпку вставляем крючок, бежевая ниточка, вот она тоже у нас сверху находится, не забывайте про нее. Захватываем красную нитку и провязываем сначала 2 петли, снова захватили рабочую нитку и 2 петли. Вот теперь мы с вами дошли до угла. Вот у нас дырочка. И сюда мы с вами сейчас провяжем 2 столбика с накидом. Накид. Вставляем крючок вот прям в дырочку, вот таким образом. Захватили рабочую нить красненькую. И провязали первый столбик. И второй столбик. Теперь нам с вами нужно сделать угол. Поэтому провязываем 2 воздушных петли. 1 и 2. И снова в этот же угол мы с вами сейчас провяжем 2 столбика с накидом. Один. И 2. И вот таким образом мы уже с вами начали вязать вторую сторону квадрата. Дальше мы с вами видим со второго ряда пышный столбик. И вот под его шляпку мы с вами снова провяжем столбик с накидом. Тоже красной ниточкой. Теперь мы видим со второго ряда 3 столбика с накидами и уже понимаем, что скоро мы начнем переходить на бежевую ниточку. Поэтому над первым столбиком с накидом вот здесь мы с вами провяжем наполовину красной ниточкой и наполовину бежевой, так как нам нужно перейти уже на бежевую нитку, чтобы провязать лицевой пышный столбик с накидом бежевой ниткой. Накид. Вот видим первый столбик, видим его шляпку, сюда продеваем крючок. Захватываем красную ниточку, снова захватили красную нитку и продели через 2 петли. И заканчиваем вязание уже с вами этого столбика бежевой ниточкой. Красненькую убираем вперед, берем бежевую и бежевый заканчиваем столбик. Теперь нам нужно провязать пышный лицевой столбик. Накид. Вытянули. Накид.
вытянули, накид, вытянули. Теперь снова захватываем бежевую ниточку рабочую и продеваем через накиды. 2 петли на крючке и завершаем мы с вами этот наш пышный столбик уже красной ниточкой. Поэтому бежевая у нас уходит наперед. Берем красненькую ниточку, захватываем ее крючком и продеваем через 2 петли. Чуть-чуть подтянули и продолжаем вязать. Дальше видим столбик. Вот он, 3-й столбик у нас идет. Теперь нам сюда нужно провязать обычный столбик с накидом под его шляпку красной ниточкой. Напоминаю, белая у нас лежит просто сверху. Делаем снова накид, видим со 2-го ряда пышный столбик, и теперь под него снова провязываем обычный столбик с накидом. И вот мы с вами дошли до угла квадрата, видим вот эту дырочку, и сюда мы с вами провязываем 2 столбика красной ниткой с накидом. Один и 2. Теперь мы с вами делаем угол, 2 воздушные петли. 1, 2. И вот таким образом мы уже с вами переходим к 3-й стороне квадрата. Провязываем точно так же 2 столбика в дырочку, вот сюда, вот в этот вот наш угол со 2-го ряда. Накид. Один. И 2. Со 2-го ряда мы видим пышный столбик с накидами, вот он, и под его шляпку провязываем столбик с накидом красной ниточкой. Теперь со 2-го ряда мы видим 3 столбика с накидами, и в 1-й вот сюда мы будем провязывать красной ниткой столбик с накидом, но наполовину. Закончить нам этот столбик нужно бежевой ниточкой. Поэтому красная у нас идет вперед, а бежевая идет сзади и становится рабочей. Захватываем рабочую нить и продеваем через 2 петли. Теперь вот сюда, во 2-й столбик, со 2-го ряда мы будем провязывать пышный столбик с накидом. Накид. Раз, вытянули. 2 вытянули. И 3 вытянули. Захватили рабочую нить и вытянули ее через накиды. У нас 2 петли на крючке, но заканчиваем мы этот столбик красной ниточкой. Поэтому бежевая у нас идет вперед, красненькая сзади, захватили рабочую нить и провязали. Дальше со 2-го ряда у нас еще остался не провязанный столбик с накидом, обычный.
Делаем накид и провязываем под его шляпку обычный столбик с накидом. Далее идет у нас со второго ряда пышный столбик с накидами, и над ним мы будем делать тоже обычный столбик с накидом под шляпку, вот сюда. Мы дошли до угла со второго ряда и сюда провязываем 2 столбика с накидом. Один и 2. Теперь делаем угол из 2 воздушных петель. 1, 2. И вот мы переходим к 4-й стороне квадрата. Провязываем сюда же, вот в эту дырочку, 2 столбика с накидом. 1 и 2. Видим первый пышный столбик со второго ряда, сюда под его шляпку провязываем также столбик с накидом. Далее мы с вами видим 3 столбика с накидом со второго ряда, и над первым столбиком мы сейчас с вами провяжем столбик с накидом красной ниточкой, но наполовину. Две петли на крючке, меняем цвет. Красненькая ниточка идет вперед, бежевая сзади. И бежевый заканчиваем этот столбик. И теперь провяжем пышный столбик с накидом над вторым столбиком со второго ряда. Вот он. Делаем накид. Вытянули ниточку. Снова накид. Вставили крючок с лицевой стороны столбика. Вот таким образом. Вытянули. И третий раз точно так же. Накид. Вставили крючок с лицевой стороны и вытянули ниточку. Захватили бежевую нитку и вытянули через накиды. 2 петли на крючке, меняем нитку. Берем снова красную. Бежевая идет наперед, красная сзади. Захватили красную ниточку и закончили наш пышный столбик. Далее видим со второго ряда еще третий у нас не провязанный столбик. Вот он идет. Сюда мы под его шляпку провязываем точно так же обычный столбик с накидом. Накид. И провязали. Далее мы с вами видим пышный столбик, и над ним мы делаем тоже обычный столбик с накидом. Мы с вами дошли до угла последнего со второго ряда. Вот он, и сюда провязываем 2 столбика с накидом красной ниткой. Один. И 2. Делаем угол, 2 воздушные петли, 1, 2. И снова сюда провязываем в эту же дырочку 2 столбика с накидом. 1
2. Больше красной ниткой мы с вами ничего вязать не будем, поэтому ее можно обрезать. И продолжать мы будем все остальные ряды провязывать уже только бежевой ниточкой. Теперь нам с вами нужно завершить вязание, но завершать мы его будем бежевой ниткой. Поэтому красненькую мы с вами спрячем вот сюда, вот таким образом. Просто сверху ее кладем и вставляем крючок вот сюда, куда я изначально повесила наш маркер. Красненькую ниточку сверху, взяли бежевую, захватили ее и вытянули. Вот таким образом. При вязании 4-го ряда мы кончик вот этой красной ниточки с вами просто будем прикладывать вот сюда точно так же сверху вязания, чтобы она просто спряталась у нас в вязании. И вот мы с вами закончили 3-й ряд. В 4-м ряду на каждой стороне квадрата у нас будет по 4 пышных столбика с накидами. Сейчас все покажу. Делаем одну воздушную петлю для подъема. Теперь сюда мы провяжем с вами обычный столбик с накидом. И давайте прикрепим сюда маркер, чтобы мы понимали, где мы будем соединять ряд. Дальше у нас идет с 3-го ряда обычный столбик с накидом по рисунку. И сюда мы с вами сейчас провяжем пышный столбик с накидами. Накид. Вытянули. Снова накид. Вытянули, еще раз накид и вытянули. Красную ниточку, напоминаю, что мы просто ее прячем в вязании, мы ее отрежем, чтобы наш квадратик не распустился. Захватываем рабочую ниточку и продеваем через накиды. Снова захватываем рабочую ниточку и довязываем столбик. Теперь с 3-го ряда у нас дальше идет пышный столбик, и сюда мы провяжем обычный столбик с накидом. Накид. И провязали. Дальше вот сюда мы сейчас с вами снова будем провязывать пышный столбик с накидами. Накид. Вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули. Захватили рабочую нить, продели через все накиды, снова захватили рабочую нить и довязали столбик. Теперь сюда мы провязываем обычный столбик с накидом. Следующий столбик с 3-го ряда сюда мы делаем пышный столбик с накидами. Накид. Вытянули, накид. Вытянули, накид. И вытянули. Захватили рабочую ниточку и провязали пышный столбик. Далее
Вот сюда мы сейчас с вами снова провяжем столбик с накидом. И вот мы с вами дошли до угла. Здесь мы сейчас с вами провяжем, как обычно, 2 столбика с накидом. Первый столбик. И второй столбик. Теперь делаем угол, 2 воздушные петли. 1 и 2. И вот мы с вами перешли на вторую сторону квадрата. И также в эту же дырочку сюда мы с вами провяжем 2 столбика с накидом. Один. И сюда же 2. Теперь мы видим первый столбик. Вот он. Сюда мы сейчас с вами провяжем просто обычный столбик с накидом. Так получилось, что в мотке у меня нитка порванная. Это брак производителя. Ничего страшного. Сейчас я снова присоединю ниточку от мотка и продолжу вязать. Так, следующий столбик нам нужно провязать пышный столбик с накидами. Вот сюда. Делаю накид, завожу крючок за стенку с лицевой стороны. Вот таким образом. Вытянула. Снова накид. Вытянула. Накид. И третий раз вытянула. Захватила рабочую ниточку и продела сначала через все накиды. Но так как ниточка у меня оборвалась, я ее сейчас просто бросаю и беру новую нитку с мотка и провязываю, заканчиваю вязать столбик. Все эти ниточки в конце я просто спрячу в вязание. Сюда мы в следующий с предыдущего ряда столбик будем провязывать обычный столбик с накидом. Делаем накид, вставляем крючок под шляпку столбика и провязали. Вот сюда теперь мы с вами будем провязывать пышный столбик с накидами. Накид, вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули ниточку. Захватили рабочую нить, продели сначала через все накиды, снова захватили рабочую нить и продели через 2 петли. Дальше с предыдущего ряда у нас идет пышный столбик, и сюда мы с вами провяжем обычный столбик с накидом под его шляпку. Теперь сюда мы провяжем пышный столбик с накидами. Накид, вытянули ниточку, накид, вытянули ниточку, снова накид и вытянули. Захватили рабочую нитку, провязали через все накиды, снова захватили рабочую нитку и закончили столбик. Дальше сюда мы провязываем обычный столбик с накидом. Далее вот сюда мы с вами провяжем пышный столбик с накидом. Накид, вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули. Захватили рабочую ниточку,
и завершили столбик с накидами. Теперь вот сюда мы провязываем обычный столбик с накидом. Накид, вставляем крючок под шляпку, захватили рабочую ниточку и провязали. Мы почти закончили нашу вторую сторону. Вот у нас получилось 4 столбика пышных с накидами. Теперь нам нужно сюда в угол провязать 2 еще столбика с накидом. 1 и 2. Теперь формируем угол. Делаем 2 воздушные петли. 1 и 2. И вот мы с вами перешли к третьей стороне квадрата. Снова провязываем 2 столбика с накидами в угол. Теперь над первым столбиком мы провязываем обычный столбик с накидом. Накид, вставляем крючок под его шляпку и провязали. Дальше вот сюда мы с вами будем сейчас провязывать пышный столбик с накидами. Накид, вставили крючок с лицевой стороны, вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули. Захватили рабочую ниточку и провязали через накиды. Снова захватили рабочую нитку и провязали еще раз. Теперь сюда мы провязываем обычный столбик с накидом. Накид и провязали. Теперь сюда мы с вами провяжем пышный столбик с накидами. Делаем накид, вставляем крючок с лицевой стороны за стенку столбика, вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули. Захватили рабочую ниточку, провязали сначала через накиды, снова захватили рабочую ниточку и провязали столбик до конца. Теперь с предыдущего ряда мы видим пышный столбик, сюда мы провяжем обычный столбик с накидом. Накид, вставляем крючок под его шляпку и провязываем обычный столбик с накидом. Далее вот сюда мы с вами сейчас провяжем пышный столбик с накидами. Накид, вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули. Захватили рабочую ниточку и провязали столбик. Далее сюда мы с вами провязываем обычный столбик с накидом. Накид, вставляем крючок под его шляпку и провязываем. И нам нужно еще провязать 4-й пышный столбик на этой стороне. Сейчас мы сюда его и провяжем. Накид, вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули. Захватили рабочую ниточку и провязали столбик. Сюда провязываем обычный столбик с накидом. И вот мы дошли до угла, сюда провязываем 2 столбика с накидом.
1 и 2. Теперь мы с вами формируем угол. 2 воздушные петли. 1, 2. И вот мы с вами перешли на последнюю сторону квадрата, на четвертую. И также нам нужно провязать 2 столбика с накидом вот сюда в угол. Накид. Провязали первый столбик, накид и провязали сюда же второй столбик. Теперь сюда мы провязываем с вами обычный столбик с накидом. Накид, вставляем крючок под шляпку, захватили рабочую ниточку и провязали обычный столбик с накидом. Далее сюда провязываем пышный столбик с накидами. Накид, вставили крючок с лицевой стороны, вытянули ниточку, снова накид, крючок, вставили с лицевой стороны и снова вытянули рабочую ниточку. И так 3-й раз. Захватили рабочую нитку и завершили столбик. Сюда мы теперь с вами провязываем обычный столбик с накидом. Сюда мы теперь с вами провяжем пышный столбик с накидами. Накид, вытянули нитку, накид, вставили крючок с лицевой стороны, захватили рабочую нитку, вытянули, снова накид и вытянули нитку. Захватили рабочую ниточку и продели сначала через накиды. Теперь захватили рабочую нитку и завершили наш столбик. Далее мы видим с предыдущего ряда пышный столбик. Сюда мы провязываем обычный столбик с накидом. Вставляем крючок под шляпку. И провязали. Сюда теперь мы с вами провязываем пышный столбик с накидом. Накид, вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули. Захватили рабочую ниточку и завершили столбик. Далее сюда мы вяжем снова обычный столбик с накидом под шляпку. Вот сюда пышный столбик с накидами. Вытянули, вытянули и вытянули. Захватили рабочую ниточку. И завершили столбик. Теперь сюда мы с вами провязываем обычный столбик с накидом. И вот мы с вами дошли до угла, заканчиваем нашу четвертую сторону квадрата, делаем накид, провязываем сюда 2 столбика с накидом. Один и второй. Давайте сформируем угол, делаем 2 воздушные петли, 1, 2, и нам нужно закончить нашу первую сторону квадрата. Здесь нам не хватает 2 столбика в угол, делаем их. 1 и 2. Далее сюда мы с вами провязываем обычный столбик с накидом.
И, как видите, нам здесь не хватает последнего пышного столбика. Провязываем его вот сюда. Делаем накид, вставляем крючок, вытянули ниточку. Снова накид, вытянули, накид и вытянули. Захватили рабочую нитку и провязали столбик. И вот мы с вами почти закончили 4-й ряд. Теперь нам нужно соединить его. Вот мы видим наш маркер. Я его убираю. И именно сюда я вставлю крючок, захвачу рабочую ниточку и провяжу. И вот мы с вами закончили 4-й ряд. В последнем 5-м ряду мы с вами будем провязывать все столбики обычные с накидом, но пышный мы будем делать вот сюда, между двух. Вот у нас с предыдущего ряда идут 4 пышных столбика, и вот между ними, вот сюда мы и будем провязывать пышный столбик. Здесь, здесь, здесь и здесь. Все остальные у нас будут обычные столбики. Сейчас все покажу. Делаем петлю подъема. Теперь сюда мы с вами провяжем обычный столбик с накидом. Прикреплю маркер. Дальше я вижу пышный столбик, сюда я провязываю обычный столбик с накидом. И вот сюда, как я и говорила, между двух пышных столбиков, вот сюда я буду провязывать пышный столбик с накидами. Делаем накид, вытянули ниточку, накид, вытянули, накид и вытянули. Захватили рабочую ниточку и завершили пышный столбик. Дальше над каждым столбиком мы продолжаем вязать обычные столбики с накидами. Сюда, 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 сюда и доходим до угла. Итого у нас сейчас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков обычных с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И вот мы дошли до угла, сюда мы, как и прежде, делаем обычных столбика с накидом 2 штуки. Один и 2. Теперь формируем угол, 2 воздушные петли, 1, 2 и переходим ко второй стороне квадрата. Начинаем точно так же. Сюда 2 столбика с накидом в дырку, 1 и 2. Далее мы с вами провязываем 6 столбиков обычных, точно так же 1, 2, 3, 4, 5, 6. Напоминаю, здесь у нас будет пышный.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый, и сюда шестой. Дошли мы вот до сюда, и сейчас мы здесь будем провязывать пышный столбик с накидами. 1, 2 и 3. И завершаем столбик. Провязываем 6 столбиков обычных до угла. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, и шестой. Дошли до угла, сюда провязываем 2 столбика обычных с накидом вот в эту дырочку. Один и сюда же второй. Теперь образуем угол, 2 воздушные петли, 1, 2, провязываем сюда же 2 столбика с накидом, 1 и сюда же второй. Все, мы с вами начали третью сторону квадрата и провязываем 6 столбиков с накидом обычных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь сюда мы с вами провязываем пышный столбик с накидами. Накид. Захватили рабочую ниточку, вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули. И завершили пышный столбик. Снова провязываем 6 обычных столбиков с накидом до угла. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь сюда мы с вами провязываем 2 столбика обычных с накидом. Один и 2. Формируем угол, 2 воздушные петли, 1, 2. И вот мы с вами переходим на последнюю, 4-ю сторону квадрата. Точно так же сюда мы провязываем в дырочку 2 обычных столбика с накидом, 1 и 2.
и 6 столбиков с накидом до вот этого вот нашего будущего пышного. Один, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь сюда мы с вами будем провязывать пышный столбик с накидами. Вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули ниточку. Захватили рабочую ниточку и завершили столбик. И снова до угла мы с вами вяжем обычные столбики с накидом 6 штук. Один, 2, 3, 4, 5 и 6. Дошли до угла, сюда провязываем 2 обычных столбика с накидом. Первый, и второй. Теперь формируем угол, 2 воздушные петли. И теперь нам нужно закончить первую сторону квадрата. Провязываем сюда 2 столбика с накидом, вот в эту дырочку. Один и 2. И смотрим, сколько нам еще столбиков не хватает. От пышного у нас уже есть 2 столбика, соответственно, нам нужно провязать еще 4 столбика обычных с накидом. Накид. Первый столбик. Второй. Третий. И вот сюда мы провязываем 4-й столбик. Теперь нам нужно завершить вязание. Мы почти закончили наш квадрат. Отрезаем нашу ниточку. Берем трикотажную иглу. Точнее, сначала мы с вами вытаскиваем из петли. И вот теперь мы с вами берем трикотажную иглу, вставляем в нее кончик нитки. И вот, пожалуйста, обратите внимание, сейчас мы с вами будем вставлять иголку не сюда, откуда у нас висит маркер, а в соседнюю петлю, вот сюда. Вот таким образом. Я специально оставляю маркер, чтобы было видно. И вот в соседнюю. Вытянули ниточку. Теперь маркер уже можно убрать. Подтянули. И теперь нам нужно вставить иглу вот сюда, откуда у нас выходит нитка. Прям вот сюда, вовнутрь и на изнаночную сторону.
подтянули ниточку. И вот у нас вот такой вот незаметный краешек получился. Переходим на изнаночную сторону, и все, что нам осталось, это попрятать все наши вот эти вот нитки, которые торчат. Попрячем мы их точно так же с помощью трикотажной иглы в вязании. Ниточки мы с вами прячем точно так же, а нитку по центру мы еще раз с вами хорошенечко затягиваем. И сейчас покажу. Эту ниточку мы с вами прячем по кругу в вязании. На этом все. Если мастер-класс был полезным для вас, то с вас лайк и подписка, а с меня больше интересных и полезных уроков. С вами была Александра. Пока-пока!